people came to Christ? А что если вдруг, скажем, 2 миллиарда человек придет ко Христу? How are you going to disciple them? Как вы будете делать их учениками? We can't seat them in all of our buildings. Мы не сможем вместить их всех в наших зданиях. You are one man, one woman. Ты всего лишь как один мужчина или одна женщина. You cannot disciple all of them. Вы не сможете всех их сделать учениками. So yes, we pray for revival. И поэтому, да, мы молимся о пробуждении. But revival is not the answer to the harvest that we are going to talk about. Но пробуждение не является ответом для той жатвы, о которой мы будем говорить. We can bring in that kind of harvest. Мы можем принести подобный вот урожай. We can house and we can disciple them. Мы можем дать им помещение, можем как-то обучать их. Because everyone in your church lives in a house. Потому что каждый человек, который приходит в вашу церковь, он живет в каком-то своем доме. And we have enough Christian homes in the world to bring the harvest in and disciple them. И по всему миру достаточно есть христианских домов, куда можно приводить этих новых людей и обучать их. So a CPM is not simply a revival or spiritual awakening. И поэтому эти движения это не просто какое-то пробуждение или духовное там обновление. Number two, Второе. it is not mass evangelism or a people movement where many come to Christ all at once. Это не просто массовый евангелизм или же какое-то движение людей, когда люди в больших количествах приходят ко Христу. These kind of evangelism outreaches are part and can be part of a CPM. Подобные вот евангелизации могут быть частью движения. But they usually fall short in that they do not go the second mile by planting the house churches to disciple the new believers. Но обычно чего здесь не хватает, они не идут дальше, и они не основывают новых церквей вот с этими новообращенными. Number three. Третье. Everywhere I go in large cities, Всюду, где я езжу в больших городах, Fuller Seminary has had a tremendous effect on the church. и семинария Фуллера, она оказала огромное влияние на церковь. Donald McGavran, Дональд МакГавран, George McDonald, Джордж Макдональд, love the Lord, они любят Господа. but they teach the church growth movement principles. Но они учат о росте церкви, а не движению по насаждению церквей. I have no problem with large churches, Для меня не проблема, когда есть большая церковь. but the principles of the church movement, growth movement, and CPMs are not the same. Но принципы роста церкви или же принципы движения по насаждению церкви, они не одинаковые. And everywhere in the world I go, people think they are coming to hear me to teach them how to grow a big church. И всюду, где я езжу и учу, и люди, которые приезжают на мое обучение, они думают, что я буду их учить тому, как они могут вырастить свою церковь. I have come to tell you this. Но я приехал, чтобы сказать вам вот это. It's all right to pastor a small church. Нет ничего плохого, чтобы быть пастором маленькой церкви. Look at someone and say it's all right to pastor a small church. Посмотрите на соседа и скажите, нормально быть пастором маленькой церкви. So CPM is not the church growth movement. Поэтому движение – это не рост церкви. Number 4, Четвертое. church planting movements did not begin in America. Движения по насаждению церквей, они не начались в Америке. This is not an American invention. Это не американское изобретение. The first one was identified in India. Самое первое движение было определено в Индии. And then the rest of the И world. затем уже в других частях мира. In fact, I would like to see a CPM begun in America. И, честно говоря, мне бы хотелось увидеть вот это движение, как оно происходит в The Америке. United States and Canada needs to have this kind of move of God. В США и Канаде нужно подобное Божье движение.
And number 6, И шестое. I've already told you this, it's not about church И planting. я уже сказал, это не имеет ничего общего просто с открытием It церквей. is about bringing glory to God. И это все воздает славу Божию. Amen. Аминь. So what is a CPM? Итак, что же такое движение по насаждению церквей? Next slide, please. Дальше. I am going to read this definition. Yes. You have it. It's okay. We'll make it. Just a little communication with interpreter to me. Небольшая разговор с переводчиком. I'm going to try and make this as simple to you as I can. Я пытаюсь это сделать как можно более проще для вас. A CPM is a very fast multiplication of churches. Движение по умножению церквей – это очень быстрое умножение церквей. Churches that are planted within their own culture and people Церкви, которые открываются в рамках своей собственной культуры, своего народа, or a geographical region или же какого-то географического региона, that is self-supported, которые самоподдерживающиеся, self-governing, самоуправляющиеся and self-multiplying. и самоумножающиеся. Let me take that a step at a time. Но сейчас давайте мы это шаг за шагом возьмем. Next slide, please. It is multiplication. Это умножение. They do not simply add like we have been taught through the years. Они не просто прибавляются, как нас этому учили ранее. Then this happens as you see what took place last night in our И demonstration. это происходит так, как вот мы вчера показывали вот во время этой It демонстрации. may begin small, Это может начинаться с чего-то малого, one-on-one. один на один. He wins another two, Он завоевывает для Христа двоих. and they win. Потом те, в свою очередь, это Church делают. planting. Начинает происходить насаждение новых церквей. Christians discipled, raised up as leaders. Христиане обучаются, воспитываются как лидеры. Now that church plants another church. Потом та церковь открывает другую церковь. This is multiplication. Это умножение. It is the 2-2-2 principle. Это принцип 2 Тимофея Next 2:2. slide, please. Дальше. It is the 30, 60, 100 principle. Это принцип в 30, 60 и 100 крат. It is that cycle of blessing we talked about Это вот этот yesterday. вот цикл благословения, о котором мы говорили вчера. Next slide, please. Дальше. It is the word indigenous, which means to be grown in its own soil. Это поместные, что означает, что они растут на своей собственной земле. In church planting movements, the first church may be started by somebody who's not of that particular people. И вы знаете, в движении по насаждению церквей, может быть, самая первая церковь не обязательно будет открыта человеком из этого народа. In fact, you'll see this demonstrated in the China movement when I talk about it, И вы это увидите в китайской модели, о которой я буду говорить. where a foreigner can go to a people Где какой-то иностранец может приехать в народ, and God uses them to begin by winning people. и Бог будет использовать его в том, чтобы приводить этих людей ко Христу. But very quickly that leadership is turned over to the people. Но очень быстро лидерство церкви будет передано людям из этого народа. So when others see this, they see their own people and God using them. И другие будут видеть при этом представителей своего народа и то, как Бог их использует. Now this means it is self-governing, Это означает, что церковь в данном случае с самоуправлением, self-supporting, она сама себя обеспечивает and it is self-reproducing. и самовоспроизводится. Now you may not have this problem in Ukraine, Может быть, в Украине у вас такой проблемы нет. but in many areas of our world they look to the West to support their ministry. Но во многих регионах мира церкви смотрят на Запад для того, чтобы те поддерживали финансовое их And служение. in most cases, if you are looking to someone else for the financial resources to do the ministry, В большинстве случаев, если вы ожидаете, что кто-то со стороны должен финансово
помочь вам в вашем служении, then you will also not be self-governing. это означает, что вы не можете иметь самоуправление. You will feel, whether it's said to you or not, you will feel you have to call wherever that resource is coming from to get permission to do what you want. И вы сами, может быть, хоть это не будет сказано, но вы будете в таком положении, когда по любому, может быть, какому-то вопросу, решению, которое нужно принять, вы будете звонить тому, кто вас финансирует, для того, чтобы согласовать это. And so now the act of reproducing becomes limited according to where the support comes from, because you have to have their permission even to reproduce. И поэтому активное воспроизводство, оно ограничено, потому что в этом случае оно зависит от того, что скажет ваш источник. Даст он вам добро или не даст на ваши действия. You will not experience a CPM without this element. Вы не сможете иметь вот этого движения, если у вас нету этих трех элементов. Now, people from outside can come alongside of you. Конечно, представители откуда-то извне, они могут быть рядом с вами, чтобы помогать. They may help with a project. Они могут помогать в каком-то проекте. When we have money, we like doing wells in India for fresh water. Если у нас есть деньги, в Индии мы любим помогать рытьем колодцев, чтобы у людей была свежая вода. When God supplies, we may give money to buy bicycles. Если у нас есть деньги, мы иногда помогаем там покупать велосипеды. But we do not build church buildings. Но мы не строим церковных зданий. And we do not support the pastors. И мы не даем финансовой поддержки пасторам. Because they must be self-supporting. Потому что они должны сами себя And they поддерживать. must be self-governing. И они должны самоуправлять. And they have to be self-reproducing. И они должны также иметь свое собственное воспроизводство. So whatever we do with finances, we must not create dependency upon outside resource. И поэтому, как бы мы ни распоряжались финансами, но мы должны следить за тем, чтобы те, кому мы помогаем, не стали зависимы от внешней поддержки. So look at somebody and say, I don't like this. Посмотрите на соседа, скажите, мне такое не нравится. То есть зависимость от внешнего. Зависимость от внешнего. A CPM is churches planting churches. Движение – это когда церкви открывают церкви. Right. Who gives birth to cow? Кто рождает теленка? Корова. Who gives birth to sheep? А кто рождает овцу? Sheep. Who gives birth to pastors? А кто рождает пасторов? Pastors. Who gives birth to evangelists? А кто рождает евангелистов? I only hear her. Я только ее слышу. Who gives birth? Кто рождает? The principle is like produces after its own. Принцип такой, что подобное воспроизводит подобное. Church planters produce what? Люди, которые открывают церкви, они воспроизводят, открывают что? No! They produce more church planters. Люди, которые открывают церкви, они должны воспроизводить больше людей, которые открывают церкви. So churches produce Церкви воспроизводят churches. церкви. Now that is a new thought. Это новая мысль. But in every CPM, Но в любом движении it is not the church planters planting churches anymore. уже больше не люди, открывающие церкви, открывают церкви. It is the new believers that have been trained in that church together as a team. Новообращенные в этой церкви, которые прошли обучение как команда, That church plants the next church. в этом случае церковь открывает другую церковь. If you have to depend on new churches being planted by church planters, you cannot produce enough church planters fast enough. Если вы будете зависеть от того, чтобы только специальная команда, открывающая церковь, должна открывать церковь, у вас тогда не будет достаточного быстрого
появления и роста новых церквей. But you can produce enough believers and train them fast enough to reproduce churches. Но вы можете достаточно быстро воспроизводить новообращенных, обучать их, чтобы они в свою очередь открывали церкви. Michael started with 2 church planters. Майкл начинал свое время только лишь с 2 человек, которые открывали церкви. In about 3 years, he had 4. Через 3 года у него появилось 4. 4 church planters. 4 человек, которые открывали церковь. 195 churches. 95 churches. 95 церквей. 4 church planters. 4 человека, открывающих церковь. 195 И churches. 195 церквей. That doesn't calculate. Здесь, как-то с математикой сложно. Because what happened is the church planters stopped planting churches. Что произошло? Эти люди, они перестали открывать церковь. Because the believers started producing Потому churches. что сами верующие начали воспроизводить или открывать новые церкви. And you say, so what do the church planters do now? Что же теперь делают эти люди, которые были вот этими вот официальными открывателями церквей? They have each been assigned a district, За каждым из них был закреплен определенный район. of which they have the oversight over those new churches. И в этом своем районе они должны были, скажем так, курировать вот эти церкви. They simply will visit in a meeting Просто посещать собрания and make sure it is functioning like it is supposed to. и просто следить, чтобы они функционировали так, как и должно. Oh. Now he has 252. Теперь у него 252. He has 8 church planters, У него уже 8 человек, открывающих церковь. but they don't plant churches. Но не они открывают церкви. The churches produce churches. Церкви воспроизводят церкви. And if you ask Michael, have you planted a church? А если вы спросите Майкла, слышишь, а ты сам церковь He will открыл? say this, Он скажет вам так: no. нет, He says, I haven't planted. я не открывал церквей. He said, they have planted. Они открывали церкви. And that's exactly right. И это точно. Amen. So it grows in its own soil, and it is churches planting churches. Итак, они растут на своей собственной почве, и это церкви, открывающие церкви. Next slide, please. Следующий слайд. It is within people groups or a population segment that they are planted. Они открывают церкви в рамках определенной народности или же какой-то группы населения. It is good to reach a people of the same culture, tradition, and mindset. Хорошо обучать людей, у которых они связаны одной традицией, одним мышлением, одной культурой. They speak the same language. Они говорят на одном языке. They're from the same area. Они из одного региона. Because within every people group, God has placed something to help you use to give them understanding of the gospel. Потому что в каждой народности Бог поместил что-то уже такое, что может помочь им понять Евангелие. But what we have found in church planting movements, Но что мы увидели в движениях по насаждению церквей? that those who are involved in this and they've seen the hand of God at work, don't just stop with their own people. Once they've reached their people, they start going out to the others. Что те люди, которые начали это движение среди своего народа, они на этом не остановились, но они начали двигаться в другие народы. So, have you understood this? Вы это поняли? So, next slide, please. Click. It is a fast multiplication. Это быстрое умножение. Indigenous. Next. Это поместные церкви. Churches planting churches. Церкви открывают церкви. Within a population segment or people group. В рамках определенной народности или же группы людей. How many of you want to plant a church? Кто из вас хочет открыть церковь? No. Нет. You want to begin a church planting Вам movement. нужно начать движение по насаждению церквей. How many of you want to plant a church? Кто из вас хочет открыть церковь?
How many of you want to start a church planting А кто из movement? вас хочет начать движение по насаждению церквей? Yes! Да. What do you do with something that is dead? Что вы делаете с тем, что мертвое? You resurrect Вы it. это воскрешаете. Amen. All right. 10 minutes break. 10 минут перерыв, да? Скажем так, пока пастора Николая нет, мы свои сейчас правила будем устанавливать. I am going to begin. Наконец-то. Stand with me a minute. Пожалуйста, встаньте. Sister Jane. Okay, this is just exercise. Это просто упражнение. Go sit down. Не садитесь. Ready? 1, 2. Помните, 1, 2, 3, 4. Помните, да? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 1, 2, 2. You're done. Все, молодцы.